На днях в Россию приехали дешевые автомобили из Северной Кореи. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Мало кто задумывался, что у Северной Кореи есть собственная легковая автомобильная промышленность со своими марками, моделями и брендами. Это направление остается для большинства загадкой, ведь за пределами Северной Кореи о нем почти никто не слышал. К примеру, знакомо ли вам имя Pyeonghwa Motors? Скорее всего нет. Лет 5 назад у них выпускался внедорожник Pyeonghwa Pronto, внешне похожий на старый Land Cruiser, а также седан Pyeonghwa Huiparam, созданный на базе итальянского Fiat Siena. Как и можно было ожидать, севернокорейский автопром не существует в изоляции, и чтобы развиваться, нуждается в технологических партнерах. По аналогии с тем, как Москвич и Solers сотрудничают с JAC. Поэтому неудивительно, что большинство союзников Северной Кореи в этой сфере пришли именно из Китая. Ведь не из США же, и точно не из Германии. Китайские компании давно известны своей гибкостью и легко соглашаются на адаптацию своих моделей под чужие бренды. Так JAC GS4 превратился в Москвич 3. По такому же сценарию появился и герой этой истории – Чалима. Этот автомобиль недавно засветился, вот уникальные фотографии седана, получившего на родине название Чалима. Почему уникальные? Потому что в открытом интернете таких снимков практически нет, как и информации об этой модели вообще. Между тем, она не просто существует, ее даже можно купить в России. Название выбрано символично. Чолима – это мифический крылатый конь из корейских легенд, местный аналог Пегаса. Перед нами седан C-класса с достаточно современным и динамичным дизайном. Трудно поверить, что над ним трудились северокорейские дизайнеры. Габариты модели: длина 4675 мм, ширина 1842 мм, высота 1473 мм, колесная база 2680 мм, клиренс скромный 138 мм, что мало для российских дорог, но возможно в Северной Корее они ровнее. Под капотом моторы объемом 1,5 литра, но с разной отдачей, от 120 до 181 лошадиных сил. Коробок несколько: пятиступенчатая механика, семиступенчатый робот или вариатор, в зависимости от версии. Привод только передний. В салоне царит любопытное сочетание старых и новых решений. Приборная панель уже цифровая, но экран мультимедийки по современным меркам маловат. Управление климатом физическими кнопками, что даже радует, ведь это надежнее сенсорных панелей. Селектор коробки передач напоминает решение BMW. В базовой комплектации седан оснащается двумя подушками безопасности, камерой заднего вида, бесключевым доступом, круиз-контролем и системой стабилизации. А в топовых версиях можно встретить аудиосистему Yamaha, боковые подушки и шторки безопасности, голосового помощника, адаптивный свет, контроль разметки и другие опции. Уже этой осенью многим будет не до шуток, ведь Россию ждет самая мощная волна перемен с 90-х. Однако те, кто смотрит канал Мультипликатор, почти всегда знают, что будет наперед. Еще в 2024 его автор предвидел укрепление рубля, победу Трампа, начало переговоров и ставку ЦБ. А сейчас он понятно объясняет, какие потрясения ждут россиян уже осенью и как подготовиться к ним заранее. Рекомендую посмотреть и подписаться на канал Мультипликатор, ведь предстоящие события коснутся каждого, ссылки в описании. Но как вообще Чолима появилась? Все становится ясно, если приглядеться. Этот автомобиль – копия британского седана MG5. И хотя звучит неожиданно, у этого есть простое объяснение. Дело в том, что знаменитая марка MG родом из Великобритании уже давно принадлежит китайцам. Именно они и позволили северокорейцам использовать конструкцию своей модели, превратив ее в Чолиму. Более того, этот седан теперь добрался и до российского рынка. Через параллельный
дополнительный импорт в страну завезли немало таких машин. На сайтах объявлений они стоят в среднем от 1 миллиона 800 тысяч до 2 миллионов 300 тысяч рублей за новый экземпляр без пробега. Примерно на уровне Лады Весты в топовой версии. Стоит ли брать? Тут каждый решает сам. Но одно можно сказать точно. В мире автомобильного ребрендинга у северокорейцев тоже есть чему поучиться. Они вполне уверенно освоили искусство смены логотипов. Теперь поговорим о новом законе о такси в России. Перечень автомобилей, которые могут использоваться для работы в такси, в рамках закона о локализации планируется расширить до 1 марта 2026 года. В него добавят модели брендов Haval, Tenet, а также авто, выпускаемые на калининградском заводе Автотор, сообщили в Минпромторге России. В ведомстве подчеркнули, что опубликованный ранее список является первой редакцией и будет дополняться по мере выполнения автопроизводителями условий локализации и заключенных специальных инвестиционных контрактов. Первичный список автомобилей для такси был опубликован Минпромторгом накануне. В него вошли более 20 моделей от 6 отечественных брендов: Лады, УАЗ, Солярс, Эволют, Воях и Москвич. Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси, за исключением Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, где предусмотрена отсрочка. Первичный список автомобилей для такси был опубликован Минпромторгом накануне. АвтоВАЗ хочет стать монополистом на рынке такси. Сразу после публикации Минпромторгом списка машин, которые будут допущены к работе в такси, в Тольятти поспешили заявить, что готовы обеспечить таксопарки необходимым объемом автомобилей. Между тем, новый закон, вступающий в силу с марта следующего года, может полностью разрушить отечественный автопром, кроме АвтоВАЗа. Ранее на АвтоВАЗе посчитали, что вступление в силу закона о локализации такси позволит российским автозаводам в сумме нарастить сбыт своих машин на 100 тысяч единиц. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций высказался в поддержку идеи легализовать в Российской Федерации продажу номеров с запоминающимися сочетаниями букв и цифр. Глава партии «Новые люди» Нечаев в разговоре с президентом предложил ввести продажу красивых номеров на госуслугах и добавил, что Министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу. Однако решение откладывается. Путин в ответ заявил, что не понимает, почему утверждения законодательных изменений нет до сих пор. Вот продажа красивых номеров. Почему нет? А чего здесь такого? Я не вижу. Почему до сих пор решения не принимаются? Высказался президент. Около года назад Минэкономики и МВД РФ прекратили работу над документом по легализации продажи статусных автономеров. Работа над ними шла с 2010 года. Тогда федеральное правительство впервые поручило министерствам проработать правила проведения аукционов по присвоению автономеров. С их помощью граждане могли бы легально получить регистрационные знаки с красивым сочетанием букв и цифр, как это делается в ряде стран. В 2020 году Минэкономики и МВД разработали проект постановления с правилами проведения аукционов и резервирования номеров. В налоговый кодекс предлагалось ввести специальную повышенную пошлину для покупки статусного номера. Ее размер составил бы от 5 до 600 тысяч рублей в зависимости от варианта сочетания букв и цифр. Максимальную цену предлагалось назначить за номера с 3 одинаковыми буквами и 3 одинаковыми цифрами. Пакет поправок прошел стадию обсуждения, но дальнейшее продвижение изменений остановили по неизвестной причине. Похоже, теперь начнется новый этап работы над легализацией продажи автономеров. С 2010 года не могут сделать это. Вот это лобби у ГИБДД. А вы что думаете? Неожиданно ведь?
Севернокорейский седан с британскими корнями, китайскими технологиями и российскими покупателями. Пишите свои мысли, обсудим. Ну и обещанная мною шутка. Если девушка говорит, можно у тебя кое-что спросить, знай, расследование уже закончилось. Все свидетели опрошены, остался только суд. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.